Привет всем друзьям и подписчикам моего канала. Приветствую вас в своем небольшом, но уютном саду 17 июня 2020 года в городе Астрахань. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, почему так получилось, что в этом году я ни разу не обрабатывал вишню, войлочную вишню и абрикос от различных вредителей и болезней, включая тлю. Итак, вот моя войлочная вишня. Это одна из 4 войлочных вишен, самая большая. С 2 урожай был собран. Вот осталась эта войлочная вишня и еще одна. По соседству с ней растет клоновидная яблоня, вот прям совсем рядом. Ну и также совсем рядом растет дерево абрикос. Вот такой вот абрикос трехлетка. В этом году неплохой урожай абрикоса. Теперь хочу вам пояснить, почему же я не обрабатывал ни абрикос, ни войлочную вишню в этом году от болезней, от вредителей, от тли и других заболеваний. В этом году начало марта было очень жарким в Астрахани, поэтому абрикос очень рано начал цвести. В начале апреля, после того, как отцвел абрикос, стала цвести войлочная вишня. В прошлом году во время цветения абрикоса и войлочной вишни шли затяжные дожди, поэтому мне пришлось обрабатывать их от манилиоза, причем даже дважды. В этом же году дождей весной не было совсем, и я принял решение не обрабатывать абрикосы и войлочную вишню от болезней и от манилиоза. Это первая причина, согласно которой я не обрабатывал эти два дерева. Вторая причина, рядом с ними, как я уже говорил ранее, растет вот эта клоновидная яблоня. Также совсем рядом с абрикосом в 1,5 метрах растет вот эта карликовая яблоня. Клоновидные яблони и карликовые яблони цветут в моем саду самыми последними, когда цветают и клоновидные сливы, и войлочная вишня, и абрикос. Если бы я обработал вишню и абрикос в непосредственной близости от клоновидной и карликовой яблони, то это, конечно, бы сказалось на цветении двух этих деревьев, и, соответственно, пчелы бы на них не прилетели. Урожая, можно сказать, практически бы не было. Именно по этой причине я не стал обрабатывать ни войлочную вишню, ни абрикос, для того, чтобы дать спокойно пчелам сделать свое дело. Это опылить клоновидную и карликовую яблоню. Таким вот образом, два этих обстоятельства позволят получить экологически чистый урожай абрикоса и войлочной вишни. Надо признаться, что до сих пор на абрикосе нет никаких признаков заболевания манилиозом, а уже 17 июня. Вишня тоже, как вы видите, чувствует себя очень даже хорошо. Вишня тоже в этом году ни разу не обрабатывалась. Но, как видите, очень даже прекрасное состояние.
Таким вот образом, погода и отсутствие дождей сыграли свою положительную роль, и не пришлось обрабатывать ни вишню, ни вылученную вишню, ни абрикос от тли, от различных заболеваний и болезней, включая манилиоз. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет очень много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.